11 мая 1997 года чемпион мира по шахматам сдался после 19-го хода. Напротив него не было другого шахматиста. Его противником была машина. Гарри Каспаров резко поднялся из-за стола и покинул зал. Шестая партия закончилась быстрее, чем кто-либо ожидал. Для IBM это была историческая победа. Для Каспарова – болезненное поражение, которое он еще долго отказывался считать обычным. Но чтобы понять, что произошло в тот день, нужно вернуться на 12 лет назад. Публика видела поединок человека и компьютера. В действительности Каспаров не сидел напротив машины. Deep Blue находилась в отдельном помещении. Ходы чемпиона передавали системе, а ее ответы переносил на доску оператор. У машины не было лица, голоса или выражения. Поэтому каждое ее решение казалось еще более загадочным. Шахматы долго считались испытанием для человеческого разума. После каждого хода возникают десятки возможных продолжений. Через несколько шагов их число превращается в миллионы, а затем в огромное дерево вариантов. Человек не перебирает их все. Он узнает знакомые позиции, строит планы и чувствует опасность. Компьютеру требовался другой путь. В 1985 году аспирант университета Карнеги Меллон Фэн Сюн Сюй начал работать над системой чип-тест. Ее главным преимуществом была специальная микросхема, созданная исключительно для шахматного поиска. Вместо универсального компьютера Сюй строил машину, способную с огромной скоростью проверять один вариант за другим. Из чип-теста выросла более мощная система – DeepSot. Она уже могла побеждать гроссмейстеров. Но в 1989 году встретилась с Каспаровым и проиграла обе партии. Машина считала быстрее любого человека. Однако чемпион находил позиции, в которых одного расчета было недостаточно. В том же году Фэн Сюн Сюй и Мюррей Кэмпбелл перешли в исследовательское подразделение IBM. К проекту присоединились инженеры, программисты и шахматные специалисты. DeepSot получила новое имя – Deep Blue. Теперь это была не работа нескольких студентов, а крупный исследовательский проект с доступом к специализированному оборудованию IBM. Их целью был сильнейший шахматист планеты. Каспаров стал чемпионом мира в 1985 году и больше 10 лет удерживал вершину. Он обладал феноменальной памятью, агрессивным стилем и умением перестраивать стратегию прямо во время партии. Победить его означало доказать, что компьютер способен соперничать с лучшим человеческим разумом. Первый матч начался в феврале 1996 года в Филадельфии. Уже в первой партии Deep Blue нанесла удар. Впервые компьютер победил действующего чемпиона мира при обычном турнирном контроле времени. Новость разошлась по всему миру. Казалось, граница уже преодолена. Но Каспаров еще только изучал противника. Он избегал прямых вариантов, создавал закрытые позиции и заставлял машину принимать долгосрочные решения. Deep Blue выиграла одну партию, Каспаров – 3. Еще две закончились в ничью. Итоговый счет 4-2 в пользу человека. Машина выиграла бой, чемпион выиграл матч. У IBM оставался год на подготовку к реваншу. Инженеры увеличили вычислительную мощность, переработали функцию оценки позиций и расширили шахматные базы. К команде привлекли гроссмейстеров, помогавших готовить дебюты и настраивать шахматные знания системы. Новая Deep Blue должна была не просто считать быстрее, она должна была реже ошибаться в выборе цели. 3 мая 1997 года реванш начался в Нью-Йорке. Каспаров уверенно выиграл первую партию. Все выглядело привычно, машина снова не выдерживала сложной позиционной борьбы. Но уже на следующий день характер матча изменился. Во второй партии Deep Blue сделала ход, который Каспаров не ожидал увидеть от компьютера. На 37-м ходу белый слон переместился на Е4. Вместо очевидного выигрыша материала Deep Blue выбрала спокойное позиционное продолжение. Ход выглядел не механическим, а почти человеческим. Каспаров решил, что за решением мог стоять гроссмейстер. Позднее он сдал партию, хотя последующий анализ показал, в финальной позиции еще оставались шансы на ничью.
После партии Каспаров потребовал показать подробные записи расчетов машины и публично усомнился в честности матча. Доказательств вмешательства человека во время игры найдено не было. Но граница действительно была сложнее, чем казалось. Дебюты, правила оценки и позиционные знания создавали люди. Между партиями инженеры могли корректировать параметры системы. Однако конкретный ход во время игры выбирала сама Deep Blue. После 5 партий счет 2-1-2-2-1-2. Следующие 3 партии завершились в ничью. Перед последней встречей счет был равным. 2,5-2,5. Одна партия должна была решить судьбу всего матча. Каспаров понимал, что машина стала сильнее, но теперь он боролся не только с ее расчетом. Он пытался угадать, где заканчивается программа и начинается работа команды, создавшей ее. В 6-й партии Каспаров выбрал защиту Кара. Кан и на 7-м ходу сыграл H6. Deep Blue немедленно ответила известной жертвой коня на E6. Позиция черного короля начала разрушаться. Каспаров рассчитывал, что машина не решится отдать фигуру без немедленной материальной выгоды. Через 19 ходов чемпион сдался. Deep Blue не была нейросетью и не обучалась на партиях так, как современные системы. Она объединяла вычислительные узлы и специализированные шахматные микросхемы. Система стабильно оценивала около 200 миллионов позиций в секунду. Дебютные библиотеки, базы партий и созданные людьми функции оценки помогали различать сильные и слабые позиции. Машина перебирала варианты, присваивала им оценки и выбирала наиболее перспективный путь. Deep Blue выиграла матч со счетом 3,5, 2,5 и стала первой компьютерной системой, победившей действующего чемпиона мира в матче с обычным контролем времени. Каспаров потребовал реванш. IBM отказалась, а Deep Blue больше никогда не участвовала в соревнованиях. Она не понимала шахматы и не чувствовала победы, но доказала, что машине не обязательно мыслить как человек, чтобы превзойти его в задаче, которую люди считали мерой интеллекта. В тот день закончилась не история шахмат. Началась история мира, в котором человек учится жить рядом с интеллектом, устроенным совсем не так, как его собственный.